Представители знака зодиака Весы. Весы, мои дорогие, здравствуйте. Второй расклад. Август 2024 года. События на пороге. События с первых дней месяца. И 3 главных события. Давайте узнаем, о чем нам расскажут карты для вашего знака зодиака, как они видят этот период месяца. Конечно, будем реалистами. Любой расклад не расскажет о личной истории каждого из вас. И я вас хотела бы пригласить на свой сайт, где есть разные статьи на тему психологии, и есть гороскопы. Гороскоп до конца 2024 года. Вот я вас приглашаю, мои дорогие весы, сверить ваши планы с небесным расписанием, с расписанием звезд, как планетарно именно видят для вас этот период, пространство Вселенной, каковы ваши перспективы, как вы себе что намечаете, и каков этот период, когда там наиболее удачно что-то осуществить. Одним словом, я надеюсь, вам это будет как-то полезно. Мы же с вами идем дальше. У нас сегодня 2 колоды, и обе колоды очень добрые. Колода ангелов, патронажа ангелов и метафорические карты 78 дверей. Они показывают именно событийный ряд. Поэтому мы рассмотрим наш расклад с позиции позитивной психологии. И давайте будем добрее к самим себе, кстати, к своей мечте, к своим желаниям. Жизнь не бывает полностью предсказуема, но где-то допускать, что в любой момент для нас могут предоставляться те возможности, которых мы не видим, или мы их прежде отрицали, и ими надо будет воспользоваться. И мы спросим, что придет в августе месяце для вас, а что уйдет? Что будет продолжаться? Может быть, уйдет это как раз какое-то дело, которое вы сумеете в течение августа завершить, подвести уже какой-то итог. Может быть, и что-то конкретно уходит. Чем не соблазняться? Такую карту достанем. На что соглашаться? И чего опасаться? И на колоде 78 дверей, где принципиальное значение имеют двери, открытые, закрытые, каков ключ или как его подобрать, чтобы она открылась, эта дверь. Мы достанем 3 карты. Это 3 главных события. Первое событие в течение августа. Второе и третье. Что же придет для вас, мои дорогие весы? Вот какая-то пауза, какое-то ожидание. Не так все быстро будет в августе, как вы себе, возможно, это планировали. А еще в этой колоде карт это карта альтруизма. Когда мы кому-то откликаемся, помогаем, когда мы не совсем меркантильными какими-то интересами руководствуемся, и тогда для нас будет больше возможностей. В этой колоде карт либо есть ангелы, дополнительно прорисованы, либо в некоторых картах их нет. Но именно в этой карте старшего аркана, то, что мы называем повешенный, вы сами словно ангел. И поэтому альтруизм нам буквально тут прописали. Поэтому откликайтесь на что-то. Будьте открыты миру, будьте открыты возможностям. Наверняка в августе месяце будет, может быть, какой-то пункт в вашей жизни, или это отношения, или где-то через отношения это будет касаться людей по работе, вашего социума, когда вам нужно быть доброжелательным. И как раз эти возможности могут прийти совсем не с той стороны, где-то, где мы могли их ожидать. Или какое-то дело, которое вы себе намечали. Не торопитесь тоже. Хорошая карта, можно сказать, для периода, когда у нас отпуск. И вообще для вас, мои дорогие весы, нам тоже говорят, не торопись в августе, позволь себе более спокойный образ жизни. Вот что придет. Какое-то спокойствие, равновесие все же. Хотя по этой карте такой баланс, он в любой момент может закончиться. Поэтому нам и говорят, что для вас будет важна какая-то стратегия, которая направлена больше на взаимодействие с людьми. Кому-то вы помогаете, мои дорогие весы, кто-то завтра поможет вам. Вот есть такой смысл. Что же уйдет? Ох, как хорошо. 10 жезлов.
очень красноречиво этот аркан прорисован, и, кстати, никаких ангелов нет. Почему? Потому что тут от нашего решения. Здесь не нужно надеяться на высшие силы или на счастливый случай. Тут все в ваших руках, конкретно десятка жезлов, карта усталости, причем сильной, стресса, каких-то негативных эмоций, когда дисбаланс в нашей собственной душе, или когда уже у вас нарушен режим труда и отдыха, вы много работаете. Тут действительно отдых, и дважды карты говорят вам об отдыхе. Девушка уже практически упала на стол, и она не замечает чего-то очень важного. Какой-то предмет рядом с ней буквально светится, переливается лучами. Но сзади на карте гора посуды, вот эти 10 жезлов в корзине стоят, и она хочет с каким-то перфекционизмом, может быть, закончить эту неприятную работу. Но, видимо, закончить невозможно. Ну, женщины, я думаю, знают, не успел ты что-то приготовить, все съели, опять эта посуда. То есть вот есть какая-то цикличность, есть рутинная работа, обязанности, мои дорогие весы, из-за которой мы света белого не видим. И вот здесь это уходит. Правда? Об отдыхе нужно как и подумать. И доброе небо августа как раз располагает к тому, чтобы вспомнить о своих планах, о своей мечте, уделить внимание личной жизни, уделить внимание радости для себя порадовать. Что же будет продолжаться? Еще один старший аркан. Вот, видимо, такой у вас получается переход. А здесь, вот здесь уже что-то по судьбе. Может быть, это для вас высшие силы такую паузу предлагают вам, потому что в последующем это карта возрождения, карта, то, что мы называем в обычных колодах Таро, страшный суд. И здесь это вы что-то можете в последующем передумать или изменить какое-то свое направление, изменить вообще взгляды на жизнь. По сути дела, возрождение, когда мы оставляем прошлое в прошлом. Когда мы понимаем, что наши какие-то прежние взгляды, они нам не помогают или они не служат прогрессу. У кого-то из вас конкретно иногда это проигрывается, вопросы, слушания в суде. Не обязательно у кого-то даже. И в суде, возможно, это чиновники высокого ранга. Будет продолжаться оформление документов, будет продолжаться, мои дорогие весы, согласование в высоких каких-то инстанциях. И у каждого здесь будет по-своему. Скорее всего, где-то вам придется в последующем корректировать планы и быть готовым к тому, что, возможно, в любой момент действительно, как происходит либо событие, или приходит к вам новость на порог, и вам, возможно, придется быстро собраться, отправиться или где-то корректировать собственные планы. Вы отчасти в руках высших сил. Это то, что будет продолжаться. Это то, что переходит с августа на сентябрь. Какая-то история, может быть, ваша личная. Она в августе пока, увы, не решится. Пауза, нам говорят. Но, значит, скорее всего, это решится уже за сентябрь. Чем не соблазняться? Вот прекрасная карта, и в этой колоде, хоть и называется королева воздуха или королева мечей, как мы ее привычно называем, но здесь нам приглашают вас, мои дорогие, буквально блистать. Это карта компетентного человека, карта знаний. И вот по части, когда мы учимся, это нам где-то помогает. Но есть еще и такой момент, как карта радости. Есть момент, когда мы можем быть чем-то воодушевлены, если мы говорим про позицию, чем не соблазняться. Воодушевлены тем, что вроде бы как бы дела идут у вас неплохо. Где-то захочется праздника, мои дорогие, как ни странно, по этой именно карте. И тогда чем не соблазняться? Ну, где-то держать, видимо, все-таки баланс вам придется. Не торопиться, может быть, тратить деньги. Быть рачительным хозяином. И если мы говорим про ваши устремления, планы, вот как будто вы себя не должны обесточить. Может быть, буквально, если мы говорим о финансах. Или когда вы себе сделаете что-то
без оглядки. Или что-то вы не успеете просчитать, именно потому, что хочется где-то праздника, хочется расслабиться, и есть ведь и усталость, то отдохнуть нам тогда карты говорят, это совершенно необходимо, но где-то в этом не переусердствовать, держать, по сути, этот баланс. На что же соглашаться? Мечевые карты, королева и король. И вместе с тем совершенно противоположное значение. Так вот, соглашаться на что нужно? Нам показан эксперт, нам показан тот человек, который очень грамотен, умеет правильно работать с информацией, тот, которого как персона его уважают, идет также респектабельность по этой карте, продуманные действия и внимание к мелочам. И, безусловно, это еще карта интеллекта. Вот это на все на то, что нужно соглашаться. Или это те энергии, которые вам помогают. Да, не говорят, ведь тоже карта нам не показывает, что чем-то король занят или он куда-то торопится. Поэтому отдых, он остается, он предусматривается. Но, видимо, контролировать ту ситуацию, которая вокруг вас, для кого-то из вас это необходимость действительно уладить какие-то вопросы. У кого-то это могут быть вопросы, связанные с учетом 20-го аркана, как раз с документами, в судах, в высоких инстанциях. Иногда проходят, если мы уже так немного перенесемся на традиционное значение колоды Таро, проходят люди в погонах, проходят врачи, кстати, проходят те люди, которые ответственны за свои слова, эксперты, иными словами, которые вам могут просветить, как работает в отношении вас закон. Или, если мы говорим, допустим, мы идем к стоматологу, или что-то беспокоит, мы не затягиваем этот случай, не думаем, может быть, оно пройдет. Нет, мы идем, чтобы о себе самих узнать что-то более конкретно. Поэтому вот на что соглашаться? Все то, что вам проясняет любую обстановку. Все то, что способствует вашему продвижению. Не совсем про праздник. Видимо, где-то вам придется режим труда и отдыха балансировать между ним. Это да, успевать отдыхать, но и есть есть те вопросы, которые вы не можете оставить на потом. И причем делать это нужно с позиции норм, каких-то правил, регулировок, законов, или как это предусмотрено, может быть, вашими традициями или каким-то регламентом. На что соглашаться? Может быть, конкретно есть человек, который, как и вы, рожден под знаком зодиака воздуха, близнецы, весы, водолей, или имеет там асцендент. Может быть, это ваш партнер. Вот вы должны с чем-то, возможно, и согласиться. Обстоятельства жизни или ситуационно как-то может сложиться таким образом, что вам придется принять чье-то предложение. По этой карте могут идти руководители также. И как будто тогда тоже что-то не прошляпить. Может быть, у кого-то как построение карьеры. То есть вроде бы ситуация нам вначале говорит о том, что вы устали. И даже предпочтителен какой-то отдых. Но в то же время в какой-то пункт месяца могут начаться изменения. И тогда для вас, как куй железо, пока горячо. Чего-то вы не сможете отложить на потом. И где-то карта 20-го старшего аркана тоже как раз об этом. Чего же опасаться? Грустных мыслей. И ангел на заднем плане, девушка закрыла руками глаза, она не хочет видеть, как будто это случилась какая-то великая трагедия. А карта очень мелкая. Карта о том говорит, что какая-то потеря у нас была. Но потеря это не крупная, вот как 3 бокала, которые были с молоком, но разлились. И о чем-то мы можем горевать даже больше, чем того следовало. Или мы можем, вы, мои дорогие весы, можете расстроиться по какому-то сущему пустяку. В целом, нам о чем говорят? Опасайся каких-то минусовых эмоций, перепадов настроения. Или когда тебе захочется устроить себе какую-то глубокую философию на мелком месте. Поэтому скажите, мои дорогие весы, нет хандре. Давайте мы тогда с вами узнаем. Может быть, вот эта пауза, вы бы хотели что-то решить, организовать. Но тут могут быть действительно, мои дорогие, у вас 2 старших аркана, и которые где-то нам 20-й говорит, у тебя все произойдет в свое время, поэтому ты тут не переживай. Но вот такие вот, как и усталость,
или, быть может, много приложенных усилий, а все никакого результата. Поэтому и карта нас ориентирует на то, что оставь эти эмоции, они тебе сейчас не помогут. И не пытайся где-то чересчур себя балуя, вот такое значение именно в этом триплете. Не пытайся вот эту хандру как-то прогнать. Нет, все-таки реалистам нужно оставаться, потому что может подвернуться его величество случай. Или какая-то ситуация тоже может меняться. Вы во власти, повторюсь, 20-го аркана. Тут что-то происходит как по судьбе. И шестерка кубков – это встреча, может быть, с человеком или дела вашей семьи, дела с вашими детьми, с вашими внуками, когда вы можете, ну, как взаимодействовать с ними или им помогать. У нас показан 3 практически поколения. Старшая, видимо, бабушка читает книгу, и возле нее и ее дочь, и ее внуки. К вам могут весы, мои дорогие, обращаться за тем, чтобы вы кому-то помогли детям или внукам, или решили какой-то вопрос. Может быть, придется вам участвовать в жизни семьи или родственников. Иногда называют это карта прошлого. Иногда это могут проходить те люди, которых мы давно знаем. Может быть, для кого-то из вас вы планируете встречу, а встреча где-то задерживается. Она у вас состоится, всему свое время. Но, видимо, август, ну, не тот месяц, когда что-то происходит очень быстро. Чем дело кончится? Ну, у вас все под контролем, королева Пентаклей. Это вы где-то в таких энергиях, и нам и говорят, деньги будут, финансы как раз позволяют взять, ну, не то чтобы паузу, но, по крайней мере, себя не гнать, не подгонять, не пришпоривать. Поэтому контролировать, с одной стороны, ваши траты, все же королева Пентаклей, с другой стороны, вдохновиться каким-то проектом и попробовать себя в новом деле, что-то изучить или улучшить все то, что касается дома, или с учетом шестерки кубков, у вас получится решить какой-то вопрос, который касается именно ваших близких или родственников, или детей, или внуков. Чем дело кончится? Вы останетесь довольны, потому что королева Пентаклей, она из любого хаоса может создать порядок. Вот чем-то подобным, видимо, вы будете заниматься, причем неспешно. И чем сердце успокоится? Ух ты, император. Где-то могут перекликаться с королем воздуха эти карты и говорить, что да, по части именно вашей или семьи, или ваших родственников и близких вам придется в инстанциях оформлять документы или обращаться к чиновникам высокого ранга, вот иными словами, к таким императорам. Может быть, для кого-то из вас, мои дорогие весы, это как ваш отец или ваш любимый человек. Тоже может быть. То есть император – это важный мужчина, именно мужчина в вашей жизни. И если меня смотрят мужчины, это вполне вероятно ваша сильная позиция в семье, предположим, или среди ваших родственников, или когда вы можете несколько, допустим, забывать о своей семье, если вы человек семейный, потому что у вас что-то будет решаться по работе. Или тут по-разному. Даже если вы один или одна, тогда вполне вероятно, с учетом вот этого триплета, может быть, были какие-то у вас отношения прежде с учетом шестерки кубков, и вы будете встречаться с этим человеком. И, возможно, ваш человек, королева Пентаклей, это тот женщина, девушка, которая рождена под знаком зодиака стихии Земли, телец, дева, козерог, или имеет там асцендент, или, может быть, даже по Луне. Есть какое-то приятное взаимодействие, добрые эмоции и, самое главное, искреннее отношение. И, в принципе, у вас получится, если необходимо оформить какие-то документы, вы действительно как-то продвинете это дело. Второе главное событие Верховной Жрицы, та, которая все знает, это карта интуиции, это карта анализа ситуации, та, которая вокруг вас существует, то, что вам транслируют люди, и что послужило предпосылкой. Всегда идет какая-то причина и следствие. Почему? Потому что изображена чаще всего Верховная Жрица в традиционных колодах между двумя колоннами. Одна темная, другая светлая. Так вот, светлая – это то, что мы видим, а темная – это предпосылки создавшейся ситуации.
И для вас будет важно вот эти самые параллели проводить. И может быть для кого-то из вас тайное станет явным. Или это вы, мои дорогие, заинтересуетесь эзотерикой. Такое тоже вполне вероятно. Или это ваша какая-то позиция, вы можете ее занять, отступив полшага назад, что я просто буду контролировать пока, но ни в чем не участвовать. Может быть, это как отдых какой-то, когда мы, ну, не включаемся опрометью в какие-то вопросы, потому что вы можете искать информацию, вы можете это в августе, в этот период, что-то изучать, любые абсолютно направления наук, потому что тоже либо вы хотите, пусть хоть тут не совсем напрямую про заработки, но, может быть, вы предполагаете, что есть какая-то сфера, которая для вас как за гранью. К примеру, может быть, у кого-то из вас это криптовалюты, и вы хотите разобраться, каким образом можно заняться трейдингом. Я как вариант только говорю, потому что для вас это совершенно ново. И вы понимаете, дело рискованное, и поэтому вы будете изучать что-то в мелочах. Это мой пример таков, а у вас может быть в жизни что-то подобное, то есть то, с чем вы не знакомы, но то, что вы вполне можете освоить. И такой вариант. Ну, а у кого-то какая-то правда может всплыть. Поэтому я бы сказала так, для тех, у кого вот такие союзы, как мы говорим, любовный треугольник, мы сейчас достанем дополнительные карты, но если что-то было скрыто, то здесь как раз может быть прояснено. Как в отношении вас, так и в отношении какого-то другого человека. Чем же дело кончится? Вот вы знаете, чем может кончиться дело? Вот практически оно ничем не начнется и ничем не кончится. Вы можете просто в бездействии просидеть. Я надеюсь, это не для всех. Ну, у кого-то может быть даже такой отпуск. Я никуда не поеду, обстановка или финансы не располагают к каким-то поездкам. И вы предпочтете вот так вот дома. Нам показан человек возле телевизора и ничего не видит, никакого горизонта. Весь горизонт, все интересы вот в этом телевизоре. Поэтому чем дело кончится? Вы можете либо на что-то решиться, или что-то изучать, или для себя каким-то, ну, как проектом, может быть. Пусть это будет вам просто что-то любопытно. Так вот, с позиции чем-то вдохновиться и заняться, это со знаком плюс. Но есть и риск просто ничего не делать и в какую-то апатию погрузиться. Четверка кубков. Когда мы где-то просто ленимся что-то делать. Вот у кого-то и посыл вроде бы есть, а вроде бы и лень. И вот этим дело закончится, чем сердце успокоится. Поэтому где-то лень гоните от себя. И еще одна четверка. Есть тот вопрос, когда вы ничего не будете предпринимать. Просто у кого-то это может касаться как отношений, кто-то пойдет, может быть, в отпуске, это будет где-то свидетельствовать о том, что вы настроены отдыхать, правда. Четверка мечей, мы складываем оружие. В этой колоде карт человек, он изображает из себя слепого. Хотя если мы уберем вот эту трость, человек хорошо сложен, и тогда мы понимаем, как будто в темных очках человек просто прогуливается, идет мимо вот этой двери. И если самое главное, мы говорим двери. Двери закрыты, да. Ничто не составляет труда человеку открыть эту дверь. Или, по крайней мере, постучать, позвонить в эту дверь. Но он делает вид сознательно, что он просто вроде бы как при делах, но он проходит мимо, потому что чем-то он не хочет заниматься. В какой-то вопрос он не хочет включаться. Или иногда по четверке мечей мы занимаемся собой, к примеру, собственным здоровьем. Правда, такое может быть. Для кого-то из вас вынужденная пауза, именно потому что вам нужно сейчас разобраться с каким-то вопросом, и вы захотите отойти от дел. Ну, у кого-то отдых. Но отдых должен быть интереснее, чем по карте четверка кубков. Третье главное событие. Правосудие. Это не страшный суд, это другой аркан, но они отчасти перекликаются. Вам придется проявить чудеса дипломатии. И если мы опять же про двери в этой колоде, дверь огромная, она закрыта. И трое нам изображены на ступенях, один явно охранник, а двое ругаются с ним, чтобы он их впустил внутрь. И тем не менее, эта дверь открывается только в одном случае,
когда мы проявляем лояльность к миру и чудеса дипломатии. Поэтому есть какие-то вопросы, которые вам могут не нравиться. Вы можете, нам уже об этом не раз сказали, прийти к чиновнику, подписать какую-то бумагу или получить документ, а там будет сидеть какой-то такой суровый, надутый, неразговорчивый, и для вас, мои дорогие весы, вот эта дверь откроется или вопрос вы какой-то решите именно благодаря своей врожденной дипломатии, чувству такта, и вы умеете, вы люди импозантные, вы умеете себя подать. Вот, видимо, в августе держать вот так марку вам придется. Может быть, какие-то вопросы и правда согласовывать. У кого-то это не просто высокие инстанции, а контролирующие, все же у нас карта правосудия, или конкретно суд, или, может быть, какие-то документы согласования, налоговые органы, или это вы ждете решений, может быть, суда. Давайте мы дополнительно откроем карты, что это будет. Или вы можете столкнуться с людьми, такими, которые, может быть, где-то это ваше знакомство, может быть, вы сами, мои дорогие, как раз работаете где-то, ну, занимаете какую-то должность, и не обязательно в суде. Может быть, это вы, именно чиновник, как бы, да? Значит, тогда с учетом этого аркана будет возможность, вполне вероятно, первое, какая-то турбулентность может быть по части работы там, в вашей организации, и вам могут предложить повышение, именно потому что там кто-то уходит. И одновременно вам могут предложить прервать кому-то отпуск и выйти поработать, потому что, опять же, какая-то ситуация сложилась, и там, ну, нет людей экспертных, которые могли бы заменить вот ту недостающую персону. Будьте внимательны, для кого-то это будет банальное решение в судах или у чиновников каких-либо вопросов, а для кого-то из вас совершенно случайно какой-то взлет в вашей карьере. Причем с той стороны, где вы это не ожидали. Чем дело кончится? По семерке Пентаклей мы ждем какого-то ответа. И правда, либо бумага какая-то важная, или подписание, или какое-то согласование. Ничто не мешает в этой колоде карт. И те люди, которые нам показаны на карте, они даже не обращают внимания на девушку. Девушка отправляет именно как бы известие, голубь. Так нам транслируют. Нет закрытых дверей. Любые двери можете открыть вы сами. И значит, где-то придется вам, может быть, работать с бумагами, документами. У кого-то конкретно, может быть, писать, работать с почтой или работать в интернет, может быть, и так. Потому что нужно решить какой-то вопрос. Дело пока не заканчивается. Чем сердце успокоится. Ну и сердце тоже где-то не успокоится. Видимо, тут двояко, как я уже сказала. У кого-то это могут быть еще и вопросы совпасть по части здоровья. И самое главное, чтобы не было недопонимания. Вот вам где придется держать баланс. С одной стороны, ну где-то и самих себя не обесточить, если мы говорим, что уставшие люди делают ошибки. Нам показан человек, который в возрасте достаточно, и явно он отработал всю свою жизнь. Вот он сидит, ну, в такой амбулатории или поликлинике, ждет приема. И достаточно бедноватая обстановка вокруг. Какая-то скамеечка такая неказистая, какая-то доска с бумажками висит. И, в принципе, человек явно думает, что такие наиболее активные годы он оставил позади, когда бы он что-то мог изменить. Но, с другой стороны, он может и сожалеть о том, что время прошло. И вовремя он не воспользовался каким-то моментом нужным. И надо было как-то свою жизнь, может быть, в корне изменить, решиться на что-то. Вам придется на что-то решаться, чтобы отстроить новое качество жизни. И неважно, какой у вас возраст. Для людей более молодых, значит, что-то еще и перспективное будет вырисовываться для вас в августе. И нам уже не одна карта сказала, что ты это не упусти. Потому что внезапность какая-то, она может присутствовать. Для тех, кто, к примеру, в возрасте, вот буквально, и еще вдобавок, один или одна. Хватит сидеть в ожиданиях. Нам карта очень красноречиво говорит. Чем сердце успокоится.
Иначе, если ты не выйдешь вот из этого какого-то замкнутого круга, как четверка кубков, так и пятерка пентаклей, так есть риск остаться в каких-то сожалениях, что вы упустили время. Вот есть такой момент. Давайте, мои дорогие, я как-то вот у вас неожиданно мне, вообще планетарно для вас очень добрый период августа. Но, видимо, кто-то из вас может просто ничего не делать и где-то расслабиться совсем и, ну и раскиснуть незаметно. Поэтому я достану карту «Совет». Что нам, в каком направлении нам двигаться предложат карты Таро ангелов. Пусть нам дадут в сторону любви. И все то, что я сказала. Отчасти это еще карта, когда мы договариваемся. Это и про дипломатию, это про искренние отношения. Поэтому для кого-то нам говорят про личную жизнь, что хватит сидеть, выйди, буквально как у Бродского, не выходи из комнаты. Но стихотворение таково, что в обратном смысле нам предлагают его рассмотреть. Выход из какого-то замкнутого пространства – это точно для вас великое благо. И тут не время чему-то сожалеть. Отстроить свою личную жизнь или поддерживать какие-то отношения. Или, если нет никого, значит, не в мыслях только или в мечтах, или наоборот в разочарованиях, у каждого по-своему, а как-то начать менять свою жизнь. И август месяц для вас, мои дорогие, прекрасное время, когда себя можно где-то не пришпоривать. И энергетика такова, что вам нужно как будто заняться именно вопросами пары, вопросами не просто семейной жизни, а именно вашей личной жизни и вашего партнера. Ну, и повторюсь, если такового нет, то тогда прекрасная возможность, тут как будто по судьбе, может судьба свести вашей дороги и какого-то еще человека, и произойдет это самое знакомство. Это карта эмпатии и партнерских отношений и любви. Вот такой для вас совет, мои дорогие весы. Перекладывайте на себя и будьте счастливы, будьте любимы всегда.